Темой нашего сегодняшнего видео будет памятник воину-освободителю в Харькове, который стоит на улице 23 августа рядом с одноименной станцией метро. Горожане называют его просто солдат, а еще Павлуша, по аналогии с болгарским памятником солдату-освободителю Алёше. В последнее время вокруг этого памятника в Харькове происходит много событий. Памятник воину-освободителю является самым большим советским монументом, который остается в Харькове. Так вот, активисты уже обратились в областную военную администрацию с просьбой о демонтаже. Хочу заметить сразу, что я не хайпую на этой теме. А как и ранее на канале освещаю все события, почти все, которые так или иначе связаны с Харьковом, его историей. Практически все, что происходит в городе, показываю и рассказываю об этом. Этот памятник воину-освободителю тоже часть истории города, и эту историю я сегодня расскажу. Но обо всем по порядку. Памятник воину-освободителю в Харькове был построен в 1981 году. Над монументом работали несколько скульпторов и архитекторов. Монумент был установлен в честь советских войск, освободивших город от немецких захватчиков в 1943 году. О работе над солдатом рассказал скульптор Игорь Ястребов. В дни наступления гитлеровских войск на Харьков одна из бомб, которую сбросил немецкий самолет-разведчик в район Старого Цирка, упала во двор в нескольких метрах от мальчика. К счастью, снаряд не разорвался. Однако от мощного удара вылетели двери дома, и мальчик вместе с ними оказался в подвале. Отделался ушибами и уцелел. Этим мальчиком был Игорь Павлович Ястребов, будущий создатель солдата. Для создания 20-метрового памятника воину-освободителю Харькова понадобилось немалое количество бетона, около 3 тонн кованой меди и труд многих людей. В авторскую группу входили скульптор Яков Рык, архитекторы Анатолий Максименко, а также Святченко и Черкасов. По словам Ястребова, прототип памятника сделали еще в начале 1970-х годов, однако композиция мало кого заинтересовала. В начале 1970-х мы вылепили из глины и отлили в гипсе 2-метровую модель. Позировал курсант Харьковского авиационного училища. Затем модель годами лежала во дворе формовочного цеха скульптурной фабрики до тех пор, пока власти не решили, что памятник нужно установить. На месте, где он сейчас стоит, рабочие выкопали яму, залили ее бетоном и вставили несколько труб диаметром около полуметра. Так эта конструкция простояла еще 1,5 года, пока не дано было указание приступить к изготовлению. Лепили достаточно быстро, большая часть времени уходила на работу с полиэтиленом. Нужно было укрывать, раскрывать фигуру и поливать ее водой, потому что глина сохнет очень быстро, вспоминает Ястребов. Все делалось тогда так называемым методом народной стройки. Партийное руководство звонило на места и заставляло выделять рабсилу, материалы, технику и прочее. Игорь Ястребов рассказывает, что рабочие фабрики сняли с глиняной модели слепок, изготовили фигурную опалубку из гипса, заливали бетоном на месте с помощью подъемного крана, частями, сапоги сначала и так далее. В качестве технологического эксперимента пропитали бетонную поверхность фигуры жирными кислотами, чтобы памятник простоял по крайней мере не меньше египетских пирамид. Затем специалисты фабрики делали обтяжку кованой медью, чистой, практически без примесей. Болгарок тогда не было, поэтому с листами 60 на 90 сантиметров и весом 10 килограммов работали с помощью газовой горелки, молотка и зубила. По словам скульптора, медные листы нужно было нагревать. Рабочие, вдыхая едкие испарения пропитанного химикатами бетона, слали с высоты привет представителям научной общественности. Зарплату, правда, рабочие получали повышенную, с учетом работ на высоте.
Метод народной стройки не предполагал выплаты денежного вознаграждения дополнительного ни скульпторам, ни архитекторам. Все причастные к строительству памятника получили благодарность и разрешение за свои деньги приобрести автомобиль «Жигули» вне очереди. По поводу сооружения солдата в свое время было много возражений, рассказывает инициатор создания памятника Евгений Жердицкий, который был тогда также главным художником и зампредседателя архитектурно-художественного совета Дзержинского на то время района. Жердицкий выполнил предварительные эскизы. Первоначальная композиция состояла из 2 солдат, но из-за недостатка финансирования осталась лишь одна фигура, символизирующего воина, который движется на запад. Не обошлось и без характерных для советского времени недоразумений. В первоначальном варианте модель солдата салютовала автоматом ППШ с дисковым магазином. Однако кому-то не понравилось, что при фронтальном рассмотрении оружие в руке воина было похоже на крест. Поэтому авторы решили заменить диск рожком. В 1959 году на месте бывших боев появилась улица 23 августа, а в 1981 году был открыт памятник воину-освободителю. Внушительный монумент представляет собой солдата, поднявшего вверх оружие. Он стоит на ступенчатом постаменте. Сзади него стела с годами оккупации Харькова. Памятник стоял на балансе треста зеленых насаждений, который был ликвидирован и до 2009 года не ремонтировался, после чего был поднят вопрос о необходимости ремонта памятника. Он нуждался в проверке несущих конструкций, чистке, обновлении облицовки постамента. В течение полугода памятник был отреставрирован. Это событие приурочили к Дню Победы 9 мая 2010 года. Памятник реставрировали за счет внебюджетных средств. На реставрацию пошли деньги однопартийцев, городских и областных руководителей. На ремонт постамента и чистку ушло более 60 тысяч гривен. В 2015 году активисты, воспользовавшись монтажной вышкой, на груди воина-освободителя нарисовали сердце и крест в цветах украинского флага. Через несколько дней коммунальщики закрасили украинскую символику на памятнике и повязали на шее постамента флаг Украины. В 2016 году среди бела дня неизвестные отбили с постамента памятника часть букв. Сбитые буквы пропали, и, как тогда заявили коммунальщики, восстановить их нет возможности. Правда, они пообещали отлить новые буквы, но предупредили, что это долгий процесс. В 2023 году памятник воину-освободителю обмазали красной и черной краской, закрасив на нем серп и молот. Также соучредитель проекта «Деколонизация Украина» Вадим Поздняков обратился к местным властям с запросом демонтировать памятник. А затем, в том же 2023 году, сняли все советские ордена со стел возле памятника. Кстати, до этого 26 мая 2022 года памятник был поврежден в результате обстрела российскими войсками района станции метро 23 августа. И вот в конце мая 2024 года активисты проекта «Деколонизация Украина» снова обратились к начальнику Харьковской областной военной администрации Олегу Синегубову с просьбой демонтировать памятник воину-освободителю. Отправили обращение к председателю Харьковской областной военной администрации с просьбой выдать распоряжение о демонтаже памятника советскому солдату возле станции метро 23 августа, как враждебного тоталитарного маркера. Надеемся на понимание контекста и правильное решение, сообщили в телеграм-канале «Деколонизация Украина».
Стоит отметить, что в 2013 году памятник был внесен в Госреестр недвижимых памятников Украины как памятник местного значения. В ответе на запрос активистов говорится, что департамент обратился относительно предоставления экспертного заключения и рекомендаций по вышеуказанной памятке в Министерство культуры и информационной политики Украины и Украинский институт национальной памяти с целью определения принадлежности указанного памятника к символике Российской империи. Институт нацпамяти уже получил обращение от Харьковской военной администрации. Специалисты учреждения должны дать оценку памятнику. Начальница второго межрегионального отдела управления обеспечения реализации политики национальной памяти в регионах Мария Тахтаулова сказала: «Все памятники монументального искусства, относящиеся именно к Великой Отечественной войне, формировались и устанавливались именно с целью продвижения мифа о Великой Отечественной войне. Соответственно, это элемент монументальной пропаганды, но, очевидно, рассматривать вопрос демонтажа этого памятника мы можем после вывода, который могут предоставить специалисты нашего института. Решение же об исключении или сохранении памятника в реестре памятников местного значения будет зависеть от Министерства культуры и информационной политики. Памятник советскому воину-освободителю, по словам Тахтауловой, не содержит исключительно советскую символику. Сам солдат увековечивает память о борьбе с нацизмом, следовательно, демонтажу, скорее всего, не подлежит. Однако решения о его сносе могут быть приняты и на местном уровне. Если община, орган местного самоуправления, предпочитает его убрать, она может сделать это в рамках общей процедуры, а не по закону о деколонизации. Демонтировать памятник можно только после изъятия его из государственного реестра. Для этого необходимо дождаться экспертных выводов Института памяти и Минкульта. Также демонтаж памятника, который занесен в Госреестр недвижимых памятников, преследуется уголовной ответственностью. Среди поддерживающих идею демонтажа памятника командир спецподразделения «Кракен» Константин Немечев, другие военные, волонтеры, разнообразные общественные деятели, говорит председатель организации «Деколонизация Украина» Вадим Поздняков. Откровенно говоря, какой-то особой ценности памятник не имеет. Поэтому, по моему личному мнению, было бы разумным провести демонтаж и, учитывая, что он не слишком будет кому-то нужен, сдать на металл. И деньги за него отдать на нужды сил обороны Харькова. Это было бы лучшее решение, считает Вадим Поздняков.